Одна из серьезных ортопедических проблем правильного развития современного ребенка – это неправильная осанка и такая распространенная патология, как сколиоз. Это заболевание возникает бессимптомно и безболезненно. Основной прогресс его приходится на возраст полового созревания человека. Не все родители способны вовремя заметить негативные изменения в развитии скелета своего ребенка, и чаще всего сколиоз выявляется тогда, когда заболевание приобрело тяжелые формы. На этой стадии консервативным лечением проблему уже не решить, здесь требуется хирургическое вмешательство. Чтобы не доводить ситуацию до принятия таких радикальных решений, есть только один способ – профилактика, а она возможна только в случае регулярных медицинских осмотров детей. Практически все современные специализированные медучреждения и в России, и за рубежом для проведения массового обследования детей применяют скрининг, опираясь при этом на визуальные способы оценки, которые в большинстве своем грешат субъективизмом и не позволяют выявлять самые ранние стадии заболевания. В 1994 году сотрудники Новосибирского научно-производственного предприятия «Метос» и Новосибирского НИИТО предложили абсолютно новый метод инструментальной диагностики – компьютерно-оптическую топографию, которая могла бы, по их мнению, решить эту наболевшую проблему, то есть оперативное, массовое, эффективное выявление сколиозов, лордозов, кифозов на их начальных стадиях. Для этого была разработана компьютерная диагностическая система ТОДП, и ее первое же тестирование показало, что новый метод достаточно специфичен, чувствителен и действительно позволяет выявлять сколиозы на самых ранних стадиях. К настоящему времени метод получил широкое распространение в России. Более 240 систем ТОДП работают в 67 городах Российской Федерации. До появления нашей технологии и до сих пор во многих городах России осанку оценивают только в двух плоскостях. В сагитальной оценивают состояние физиологических изгибов. И во фронтальной оценивают, есть ли боковое искривление позвоночника или позвоночник прямой. Также отмечают асимметрию осанки, если она есть. Третья плоскость, горизонтальная, она остается без внимания ортопедов, потому что глазом трудно увидеть, что туловище у пациента скручено. А скрученность – это наиболее такой важный фактор, который позволяет судить о наличии сколиоза, а именно структурального сколиоза. Наличие этих асимметрий топографически мы можем зафиксировать на уровне 0,5 мм, мы это уже чувствуем. Глазом, конечно, такие начальные стадии уловить практически невозможно. Скрининг с помощью компьютерно-оптического топографа, в отличие от рентгена, абсолютно безвреден для пациента. К тому же позволяет считывать всю форму поверхности тела и фиксировать любые изменения осанки в процессе наблюдения, в то время как рентгеновский снимок дает изображение только позвоночника. Принцип действия топографа заключается в том, что на пациента проецируется изображение в виде решетки, которая деформируется в соответствии с рельефом исследуемого объекта, в данном случае торса пациента. Полученное изображение вводится в компьютер и по нему создается трехмерная модель туловища. Данные анализируются и выявляются те или иные признаки заболевания в опорно-двигательном аппарате. Наша технология, она не только не уступает лучшим зарубежным образцам, но и превосходит эти системы, потому что мы сумели разработать формализованный диагноз по осанке, который позволяет показать четко, что за нарушение у пациента, к какой категории он относится. В 2011 году в Новосибирске на базе метода компьютерно-оптической топографии была реализована уникальная для мировой медицинской практики программа массового обследования школьников декретированного возраста. Мобильные группы, составленные из медработников среднего звена, переезжали из школы в школу и за год продиагностировали более 40 тысяч детей. По результатам обследования были сформированы группы риска, за ними установлено наблюдение, организовано централизованное направление к ортопедам. Родителям каждого ребенка была выдана распечатка результатов обследования, где указаны все параметры осанки и зафиксированы отклонения, даны соответствующие рекомендации по профилактике или лечению выявленных нарушений. По мнению разработчиков нового метода диагностики позвоночника, централизованное внедрение этой эффективной технологии в систему детского здравоохранения позволит выявлять у детей и подростков нарушения осанки и деформации позвоночника на самых ранних стадиях и обращать внимание родителей и врачей на необходимость своевременно принять соответствующие корректирующие меры и не доводить ситуацию до хирургического вмешательства.